Poppy Playtime 5, тонна новых игр и хорроров, и даже мой сайт с игровыми новостями Pifan. Всем жителям Ютуба привет, меня зовут Кирилл, вы на канале КПК Project, вы попали на игровые новости. Погнали! А перед самым жарким давайте начнем с лайта. У Keeplerians дела идут все еще очень медлительно. С последнего выпуска новостей все, что мы получили, так это, во-первых, все-таки как-никак полноценное обновление сразу двух частей мороженщика с добавлением Keeplerians Network. В обоих играх обновлено освещение, графика и добавлены новые интересные вещи. Например, в первой части, помимо той самой обновленной комнаты рода, обновили кафетерию и, например, окрестности. Посмотрите на этот Биг Бен странный. Скорее всего, эта башня будет частью альтернативной истории. Это, если что, отдельные главы с отдельными квестами для каждой части мороженщика и не только. То есть формально Ice Cream закончен, но технически история все еще продолжается. Блин, я отвечаю, это хитро выдуманная контора. Также, помимо настройки собственного профиля, в Network есть возможность зарабатывать Kepler Coins. Это отдельная валюта внутри платформы, которую можно потратить, например, на приобретение вещей из магазина Evil Nun, который, правда, уже существует внутри игры. Или, возможно, в будущем какие-то плюшки. Я напомню, что есть еще 6 единиц энергии, которые обновляются каждый день, но если потратить их все, то поиграть сегодня не получится без какой-то подписки, которая также встроена в ваш профиль. Из этого вытекает еще одна особенность: без интернета больше поиграть не получится, а это губит вообще всю эстетику. В профиле, кстати, можно делать аватары и получать награды в процессе игры, которые синхронизируются в платформе, и вы можете запустить игру с того же места, например, с планшета, если телефон разрядился. Это плюс. Еще одна особенность – режим исследования. Тот же самый призрак, только под другим названием. Энергия не расходуется, но при этом и прогресс не сохраняется. Это как режим практики в Geometry Dash. Кстати, насчет Evil Nun. В своем новом ТГ-канале Pifan, на котором позже я писал, что в качестве новой истории туда хотят добавить историю с открытой желтой дверью. Что там будет, если дверь и так открыта в ПК-версии монахини, пока не ясно, но разработчики даже тут думать не хотят и спихнули все на фанатов, то есть теперь мы должны над этим думать. Думали, что от Euphoria Games вы что-то пропустили? Вы правы, новая игра, точнее полноценный анонс. Be King. Хорроры навсегда в нашем сердечке, но мы обожаем бросать себе вызов и пробовать новое. В этот раз мы решили создать максимально уютную игру для тех, кто любит отдыхать, а не вздрагивать от каждого шороха. Слова разработчиков. На сладкие острова упала гигантская желейная комета, и теперь все покрыто липкой фиолетовой жижей. Экономика в руинах, а твои верные пчелы голодают. Хватай вакуумную пушку и меч, чтобы восстановить королевство. В этой захватывающей айдол игре ты король лев. Добывай ресурсы, найми шефов и спаси экономику, а также исследуй острова. Обычная айдол игрушка, которая выйдет уже меньше, чем через 3 месяца. Ждать совсем недолго. А вот что лучше, новый хоррор Лови мячик или мультяшка, которых в Google Play полным-полно, решайте уже сами. Вы знаете, что я всегда топлю за авторский контент, особенно когда люди делают что-то крутое и практически на голом энтузиазме. Недавно я наткнулся на один канал, который стал примером, что низкий бюджет вообще не мешает качеству. Этот канал вернет вас в ту самую эпоху сериалов на Ютубе. Недавно вышел фильм «Лагерь смерти». Снято все очень бодро, жизненный юмор, знакомые каждому ситуации и та самая ламповая атмосфера, которую сейчас на Ютубе мало. Чувствуется, что человек горит своим делом. Ссылочку на канал я оставил в описании прямо под этим видео. Переходите, подписывайтесь и поддержите парня лайком за старание. А теперь новые игры. Отечественные и не очень, хорроры и кооперативы. А дальше самое интересное. Итак, финал Poppy Playtime 5 и последняя глава. Мы наконец-то спускаемся в самые глубокие секции фабрики, куда раньше не пускали. Прототип Эксперимент 1006 больше не силуэт в темноте. Он здесь главный. А Хаги-Ваги все еще жив. Плюсом новый персонаж Лили, как будто из Бравл взяли. Говорит со своим хвостом, им же ловит нас и выглядит неестественнее всех остальных. Спойлерить не буду, но глава реально получилась хорошей.
Играйте сами. Я уже прошел ее и готов в новом видео оценить игру как надо. Если ждете, ставьте лайк. И, кстати, если кто-то помнит провальную третью часть Little Nightmares, то спешу вас порадовать. От легендарных разработчиков именно первой и второй части Маленьких кошмаров вышла новая игра – Реанимал. Главные герои – брат и сестра, двое сирот, попавших в жуткое приключение. Они оказываются в кошмарной версии своего дома, на острове, ставшем враждебным. Их задача – выбраться из ада живыми, но предварительно спасти пропавших друзей. И, если честно, с первого же часа игры понятно, что она реально страшная, и вера в хорошие ужастики в любимом стиле не угасла. В игре можно играть как одному, так и с друзьями, монстры разнообразные, и все еще каждая деталь в каждой локации имеет смысл, как это было раньше. High on Life 2. Юмористический шутер, продолжение первой части. Действие игры происходит сразу после событий первой части. За сестрой главного героя объявляется охота, после чего они вместе становятся частью криминальной группировки. Им предстоит спасти человечество от неминуемой гибели. Можно кататься на скейтборде от врагов, стрелять из говорящего оружия и угорать с кентами. Еще новые игры: Resident Evil Requiem 27 февраля, Неах 3 6 числа, Яп-Яп, Коп-хоррор, где вы вандалы-маги в башне Архимага. Ice The Horror Game обновился, изменили больницу и добавили записки, а также открыли собственный сайт с мерчом по игре. А Тини Банни хотят полностью переделать в ближайшие годы. Что там с кино? Вышел фильм «Возвращение в Silent Hill», который получил смешанные отзывы. Посмотреть дома теперь можно и Exit 8. Уникальная корейская картина с интересным сюжетом по мотивам хоррор-игры. Вышел трейлер «Супер Марио. Галактическое кино». Первый полноценный показ Йоши, того самого появления которого намекали в сцене после титров первого фильма. Релиз 1 апреля этого года. А теперь пифан, друзья. Присаживайтесь поудобнее. На протяжении нескольких месяцев я почти не выкладывал новые видео на канал, потому что был занят разработкой совершенно нового опыта для геймеров. Встречайте, пифан. Игры и не только. Это будущее, гигантская площадка для игроманов со всей планеты. Крупный телеграм-канал с исключительно самыми лучшими и отборными новостями про игры. Чат для всех. Полноценный сервер для абсолютно каждого фаната игр в Телеграм и Дискорд. И даже, вы не поверите, сайт. Медиа-сервис для геймеров с возможностью публиковать свои посты, писать статьи про игры, технологии и кино и получать за это деньги. Здесь же читать новости про игры с возможностью удобной регистрации на платформе. Самым офигенным выдаем галочку. А еще плейсы. И нет, не в Роблоксе. Это страница, где можно посмотреть и подписаться на любое сообщество или студию игр, и подобрать для себя игру из 1000 других, и узнать про нее много нового. А также распределение по жанрам с помощью интерактивной панели в стиле геометрических фигур. Стоп. Дай угадаю. Глаза разбегаются? Не знаешь, во что поиграть? Вкладка «Витрина» тебя ждет. Отвечай на вопросы и получай самую классную подборку игр, которую не найдешь нигде больше в интернете. Вашу мать, тут даже можно проверить скорость своего интернета, и это не все. С компа, с телефона, с планшета вообще пофиг. И это не все. Все ваши данные будут храниться в абсолютной безопасности, и сможете положиться на лучшую модерацию контента и поведение пользователей. Ведь у нас есть поддержка. Кстати, если вы заполните незамысловатую форму, вы сможете добавить свое собственное сообщество на сайт или предложить какую-то игру. Если вы, например, являетесь разработчиком, модерация рассмотрит, иногда даже я лично. Рабочая система алгоритмов на главной, и все это пока что в тестовом режиме, куда мы будем потихоньку добавлять людей и в конце концов откроем доступ для всех. Абсолютно. И это самое главное больше не сон. Это пифан. Медиа-сервис, где каждый может принять участие, предложить новость или игру и попасть в топы. Постоянные розыгрыши в телеграм-канале и даже отдельный канал, где есть интересные вещи для любителей поиграть в игрушки, если вы понимаете. И это все бесплатно. Ссылка на все и все новости будут публиковаться исключительно в телеграм-канале Пифан и моем личном. Подписывайтесь скорее и давайте вместе создавать сервис, который объединит всех геймеров и, возможно,
возможно, начнет новую эпоху интернета. Кстати, там же будут публиковаться интересные статьи про, например, выход второго акта Schoolboy Runaway или, например, выход Glitchmore. Почему бы нет? Рассуждение, анализ, все это я собрал в один пост и выложил туда. И не только я, огромная команда модераторов и контент-мейкеров, которые на страже новостей и готовы публиковать их, не взимая за это никакую плату. От вас требуется только ваша подписка, внимание и, конечно же, лайк. Канал уже работает и публикует новости ежедневно, и что самое главное, все только самое интересное. Пока мы делаем сайт, предлагаю стать его частью. Все новости в ТГ-канале Пифан и в моем личном. Все ссылки в описании, вот еще раз QR-код на экране. А на этом, друзья, я это видео заканчиваю. Спешу делать для вас новый классный ролик про Schoolboy Runaway и Грэнни. А пока что, всем пока-пока, до скорого, удачи!